Ты когда-нибудь задумывался, что может скрывать в себе небольшой островок среди волн Атлантики, где даже самые опытные искатели приключений с головой окунулись в вихрь древних легенд и трагических смертей? Представь себе, Оук — это не просто клочок земли в Новой Шотландии, а настоящая территория загадок и забытых историй, где время от времени слышен шепот тех, кто так и не успел раскрыть его тайны. 6 смельчаков уже навсегда остались частью этого острова, ведь по древнему преданию лишь 7-я жертва позволит обрести потерянное богатство. Сегодня мы приближаемся к разгадке того, что же делает этот остров столь роковым и почему притягивает людей словно магнит. В этом видео вы услышите истории, от которых мурашки бегут по коже. Обещаю, вы обнаружите больше, чем ожидали. Таинственный клад. Легенда гласит, что 31 октября 1641 года испанский галеон «Консепсион» столкнулся с рифом близ Багамских островов, выбросив свой бесценный груз на мелководье. В 1685 году король Англии предоставил Уильяму Фипсу разрешение на поиски испанского судна. В 1687 году Фипс вернулся в Англию с более чем 68 тысячами фунтов стерлингов серебра. Затем он предпринял новую экспедицию к месту крушения с дополнительными судами, но вернулся пустым. Тем не менее, та же самая легенда утверждает, что у Фипса было достаточно времени и ресурсов, чтобы создать денежную яму на острове Оук и укрыть там те богатства, которые фактически были подняты с Консепсиона. С тех пор остров Оук стал магнитом для нескончаемого потока охотников за сокровищами. Первые кладоискатели. В 1795 году юноша из Новой Шотландии заявил, что видел необычные огни со стороны ближайшего острова. Вместе с 2 приятелями они решили отправиться туда, чтобы разобраться. Исследуя рощу на юго-восточной стороне, они натолкнулись на углубление размером около 13 футов, окруженное разрыхленной землей, что свидетельствовало о недавнем нарушении почвы. Молодые люди начали раскопки. На глубине чуть более 1,5 футов они обнаружили кольцо из камней, а на уровне почти 10 футов деревянную платформу, состоящую из аккуратно уложенных бревен. Еще одна такая же платформа находилась на 19,5 футов ниже. Однако никаких ценностей найдено не было. Впоследствии углубление получило название «Денежная шахта». В XIX веке компания Onslow начала первую официальную экспедицию по поиску сокровищ. Продолжая начатые ранее раскопки, они обнаружили новые платформы через каждые 10 футов, а также слои штукатурки, древесного угля и волокон кокоса. Согласно преданиям, команда сделала значительное открытие на глубине 98,5 футов. Они нашли камень с загадочными письменами. В 1860 году профессор-лингвист из университета Далхаузи в Новой Шотландии проанализировал этот камень и установил, что он содержит шифр, который гласил: на глубине 40 футов зарыт клад стоимостью 2 миллиона фунтов. Онслоу продолжили работу, и на отметке 98,5 футов им показалось, что они наткнулись на сундук с сокровищами. Вечером они прекратили работу и вернулись на следующий день, но обнаружили, что шахта затоплена водой на 59 футов. Этот инцидент заставил компанию прекратить свои поиски, и в 1805 году она была расформирована. Тайны острова Оук. Экспедиция 1849 года стартовала из города Труто, неподалеку. Команда осушила шахту и укрепила ее стенки. При бурении были обнаружены слои древесины и мягкого металла, что породило предположение о наличии сундуков с ценностями. Однако и в этот раз дно шахты внезапно обрушилось, вновь заполнившись водой и унося с собой возможный клад. Участники экспедиции пришли к выводу, что они столкнулись с искусственным туннелем, который соединял шахту с расположенной в 492 футах бухтой Смита, позволяя воде беспрепятственно поступать внутрь. В 1897 году новая группа исследователей нашла фрагмент тонкого пергамента с надписью, напоминающей буквы V. Эксперты из Гарвардского университета подтвердили подлинность этого документа, но тайну не открыли. В этот год произошло трагическое событие. Один из участников экспедиции погиб, а в 1965 году 4 человека скончались от отравления ядовитыми газами. Современные технологии тоже оказались бессильны. В 1971 году команда Дэниела Бленкеншипа использовала портативную камеру Borehole 10X на кабеле для изучения шахты глубиной около 233 футов, которая расположена примерно в 177 футах от денежной шахты. Хотя участники заявили, что на дне шахты увидели сундук и отделенную от туловища человеческую голову, эти данные не были официально подтверждены. Шоу «Проклятие Оук-Айленда». В
1995 году американец Рик Лагина узнал о том, что на острове Оук в Новой Шотландии могут находиться легендарные сокровища. Эта новость вдохновила его на организацию нового поиска клада. В 2006 году Рик совместно со своим братом Марти приобрели значительную часть острова Оук, а в 2014 году начали съемки реалити-шоу для канала History Channel. Работая на острове, братья Лагина и их команда исследователей приложили максимум усилий, чтобы обнаружить заветную сокровищницу. На протяжении всех сезонов братья Лагина неустанно искали скрытые сокровища, предположительно оставленные на острове испанскими пиратами, британскими солдатами или даже рыцарями-тамплиерами. За это время ими было сделано множество значимых открытий на площади 140 акров загадочного Дубового острова. Смотрите далее, и вы узнаете, какие находки обнаружили братья Лагина и команда за все время шоу. Монеты 17 и 18 веков. Финал первого сезона «Проклятие Оук-Айленда» ознаменовался важным открытием. Эксперт по работе с металлодетектором Стив Зазулик, обследовав болотистую местность, нашел старинную испанскую медную монету Мороведи 17 века. На оборотной стороне монеты отчетливо виднелась гравировка, датированная 1652 годом. Последующий анализ подтвердил, что монета действительно пролежала в болоте много столетий, исключив возможность недавнего подбрасывания. Во втором эпизоде второго сезона искатель сокровищ Гэри Дрейтон обнаружил сразу два любопытных предмета – военную пуговицу 17 века и маленькую монету, которую сначала приняли за еще один экземпляр Мороведи. После тщательной чистки выяснилось, что на одной из сторон монеты изображен крест, который мог ассоциироваться с орденом тамплиеров, сыгравшим важную роль в создании международной банковской системы в VIII веке. Третья серия второго сезона принесла новые открытия. Гэри Дрейтон нашел две монеты, отчеканенные в честь британского короля Карла II в 17 веке. Одна из них имела четкую дату 1671 год, что добавляло уверенности в древности этих находок. В шестом эпизоде четвертого сезона Гэри Дрейтон вместе с Джеком Бегли и Алексом Лагина исследовали участок земли, некогда принадлежавший бывшему рабу, ставшему фермером Сэмюэлю Боллу. Там они обнаружили цепь и древнюю монету возрастом нескольких сотен лет. В восьмой серии четвертого сезона исследователи наткнулись на модную пуговицу, характерную для одежды 1700-х годов, свинцовую заготовку для изготовления мушкетных пуль и несколько монет короля Георга II, датированных тем же периодом. Второй эпизод пятого сезона принес новые сенсации. Гарри Дрейтон и его команда металлоискателей откопали мушкетную пулю 17 века, а затем нашли фрагмент монеты Моровиди, разрезанный на части. В третьем эпизоде пятого сезона братья Лагина и Гэри Драйтон, изучая руины Данфилда, нашли пару английских монет с портретом короля Карла II на одной стороне и датировками 1673 и 1694 годами на другой. Премьера шестого сезона порадовала новым открытием. Дрейтону и братьям Лагина удалось отыскать крупную медную двухпенсовую монету с профилем короля Георга III. Особенность этой монеты заключалась в том, что она была выпущена в 1797 году и изготовлена из меди, в отличие от традиционного серебряного чекана. Эти многочисленные находки монет 17 и 18 веков позволяют предположить, что сокровище, скрытое в недрах Оук-Айленда, может оказаться реальным. Что же еще было обнаружено в недрах Дубового острова? Артефакты, найденные в 5 и 6 сезонах. В 15 серии 4 сезона «Проклятие Оук-Айленда» Гэри Дрейтон находит круглый объект, оказавшийся позолоченной пуговицей от британской военной формы 17-18 веков. В 8 серии 5 сезона «Прорыв Дэна» братья Лагина и Гэри Дрейтон находят фрагмент маленькой подковы, вероятно, предназначенной для мула или пони. Вскоре после этого они делают еще более захватывающее открытие – обломок картичи, вида артиллерийского снаряда. Третьей находкой становится небольшая монета, предположительно 17 века. В 10 серии 5 сезона искатели обнаружили свинцовый крест 13 века. Один из братьев Лагина предположил связь с орденом тамплиеров, основываясь на сходстве дизайна с резными элементами, увиденными в тюрьме тамплиеров. В 15 серии 5 сезона Гэри Дрейтон и братья Лагина исследовали территорию бывшего охотника за сокровищами Фреда Нолана и нашли там декоративную пластину для замка ручной работы. Возможно, эта деталь являлась частью сундука с сокровищами,
камнями, что делает находку особенно интересной. Но приведет ли она к сокровищам? Поиски продолжились. В 16-й серии того же сезона Рик Лагина и Гэри Дрейтон нашли брошь и предмет, который поначалу приняли за многогранный рубин. Позже выяснилось, что это родолит, ограненный вручную и вставленный в серебряную оправу, датированный 1500-1600 годами. Но и это оказались не все интересные находки. Что же еще удалось обнаружить кладоискателям? Исторические находки с 6 по 9 сезоны. 6-й сезон также принес немало исторических находок. Ближе к финалу сезона один из братьев Лагина нашел брошь с драгоценными камнями. Камень оказался изготовленным из свинцовой глазури, однако техника резьбы указывала на происхождение украшения в XIV веке или раньше. Часть броши была выполнена из золота. Вскоре после этого команда обнаружила длинную стрелоподобную деталь, первоначально принятую за арбалетный болт. Однако после детального анализа выяснилось, что этот предмет может быть верхней частью пилума, древнего римского метательного оружия, используемого с 1 века до нашей эры по 5 век нашей эры. В 5-й серии 6-го сезона Дрейтон, Джек Бегли и Алекс Лагина нашли маленький металлический предмет, похожий на военный значок. Узор на нем оказался схожим с теми, что украшали головные уборы французских гренадеров в 1700-х годах. В 18-й серии этого же сезона специалист по металлодетектору Гэри Дрейтон обнаружил кусок свинца с перегородчатой эмалью, которая является древней техникой украшения ювелирных изделий 15 века. 4-я серия 7-го сезона принесла Гэри Дрейтону и Чарльзу Баркхаусу британскую монету в полпенни 1800-х годов. Чуть позже они нашли брошь, украшенную сложным узором из веревок и листьев. После очистки Марти Лагина заметил, что на броши изображено 13 ветвей, что совпало с рисунком на флагах кораблей Джорджа Вашингтона и узором, вырезанным на северной скале Оук-Айленда. В 19-й серии 7-го сезона Гэри Дрейтон и Рик Лагина обнаружили металлическое кольцо с изящным цветочным орнаментом. После осмотра гемолога выяснилось, что этот артефакт, скорее всего, является испанским серебряным кольцом. В 14-й серии 8-го сезона Амира и Тейлор нашли керамические предметы, раскрашенные яркими цветами – красным, синим и зеленым. Эти находки, наряду с другими артефактами, были обнаружены на каменной тропинке, которую команда исследовала в тот момент. Во втором эпизоде 9-го сезона команда исследователей просматривала находки из скважин в районе денежной ямы и обнаружила кусок металла, содержащий около 0,07% золота. Позднее, в 4-й серии этого сезона, обнаружился еще один металлический предмет с содержанием золота 0,2%, что вызвало еще большее волнение среди команды. После таких находок команда немедленно вернулась к работе, надеясь, что сокровища Оук-Айленда скоро будут найдены. Шоу «Проклятие Оук-Айленда» 10 и 11 сезоны. 10-й сезон не принес значительных успехов, но в 11-м сезоне братья Лагина и их команда возобновили поиски, открывая новые важные артефакты. Археологический отряд под руководством Лерда Нивена начал изучение искусственных конструкций на лесной территории, некогда принадлежавшей Роберту Янгу, известному кладоискателю. В процессе поиска фундамента второй половины XVIII века и исследования камней, оставленных Янгом, археологи Джейми Куба и Фиона Стил обнаружили фрагменты красной керамики, известной как редвиар. Этот материал, представляющий собой разновидность керамики, производимой и широко распространенной в Европе и Северной Америке в XVII-XVIII веках, служил заменителем фарфора. Немногим позже команда нашла металлический предмет размером с современный смартфон, глубоко погруженный в землю. По мнению Марти Лагина, это могла быть металлическая защелка, когда-то крепившаяся к дверям подвала или люка. В дальнейшем исследовании выяснилось, что это речной шип первой половины XIX века. При изучении дна водоема к северу от острова Оук кладоискатели наткнулись на множество подводных объектов неизвестного происхождения. Среди находок оказалась деревянная доска длиной 12 дюймов, выполненная вручную, керамика с синими узорами, остатки морской глиняной трубки и монета, чей дизайн отдаленно напоминал китайские монеты тысячелетней давности. Также команде удалось обнаружить две древние монеты. Первая монета принадлежала к периоду между 100 и 300
500 годами нашей эры, а вторая, с изображением неизвестного мужчины, имела возраст свыше 2000 лет и, вероятно, является старейшей монетой, когда-либо найденной на Дубовом острове. Кроме того, были найдены еще две монеты. Одна из них, британская тюдоровская монета XVI века с изображением решетки на одной стороне, могла бы подкрепить гипотезу сэра Уильяма Фипса. Другая монета, датированная VI-VIII веками, судя по всему, является индийской. Это первая подобная находка на острове Оук. Охота за сокровищами на острове Оук продолжается по сей день. В ноябре 2024 года начался долгожданный 12-й сезон шоу «Проклятие Оук-Айленда». Возможно, совсем скоро нас ждет волнующее событие, и мы, наконец, узнаем тайну этого мистического острова. А пока искатели ищут очередной клад, я, друзья, хочу сделать вам очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня все. До скорой встречи.